Всем доброе утро. Через 16 минут листинг PLA с торговой парой USDT, BUSD, BNB и BTK. Как мы и вам ранее повторяем, у нас есть несколько десятков видео с листингами, в которых мы показываем реальные события, что происходит в первые минуты после листинга. И как показывает практика, в первые минуты после листинга очень большая волатильность, и, как правило, всегда цена идет вниз. Есть моменты, когда цена вырастает, если повезет, к тем значениям, где была максимальная цена, но это очень редко, потому что всплеск покупок настолько силен, что может там на 4, на 5 долларов взлететь и сразу опуститься на 3 доллара, и потом падать в уровне поддержки этой криптовалюты. В основном, как вы видите, если взять один день, вот свеча дневная уже выросла на 40%. Если взять рост с 23 октября, то цена выросла до 287%. Это очень много. Мы на нашем канале постоянно рассказываем новичкам, как не попадаться на такие ловушки и что нужно сделать для того, чтобы заработать деньги. В принципе, очень легко. Не спешить, если вы не понимаете график, не нужно залазить на фьючерсы, не нужно там пытаться скальпить. Вы просто вот внизу покупаете и ждете. Только внизу нужно покупать. Каким образом понять, низ этой криптовалюты или нет? Вот вы видите, PLA, та же криптовалюта, вот он поднялся на листинге. Это на Coinbase до 1.9. Ждем, когда она просядет. Обычно проседает на 50 или 75%. И потом уже можно пробовать докупать или выкупать ее на низах. Вот если вы будете заходить сейчас в сделки в этом уровне, это будет для вас сейчас плохо, потому что цена в любом случае скорректируется, и вы увидите на листинге этот скачок и падение. И вам придется ждать вот несколько дней или недель, когда цена будет идти вниз, то есть такая будет коррекция. Вот в этом случае где-то 28 дней, минус 55% понадобилось для того, чтобы цена после этого пошла вверх. Всегда смотрите историю криптовалют, насколько она вырастает, насколько она падает. И через 10 минут будет листинг. Как обычно, мы снимаем для вас, для того, чтобы вы смотрели первые минуты после листинга. Можно, в принципе, даже, если интересно, включить секунды. Но это будет очень большой скачок, вы потом увидите. Включимся через 10 минут. Итак, у нас остается менее минуты. Смотрим на волатильность. На каждой бирже волатильность будет разная. То есть на Binance, когда сейчас будут выкупать объемы, цена может подскочить значительно. На других биржах, такие как Coinbase или Polynex, цена может до таких вершин высот не вырасти. Вот буквально волатильность сейчас небольшая. И посмотрим сейчас на ситуацию. Это очень интересно в торговле. Те люди, которые купили на Coinbase, они могут ее, понятно, и продать, купив на фоне новостей, новостной информации про листинг. Вот идет первая минута, пока еще ничего нету. Графика нету, книга ордеров пуста. Еще торги не начались. Ну и купить, понятно, соответствующее. Это криптовалюта сейчас даже, если вы попробуете, невозможно. Цена на Coinbase идет вниз понемногу. Вот 2.71. Вот у нас был скачок на 3.35 и слив. Вы видите все на своих экранах. Вот то, что мы и вами рассказываем. Постоянно твердим. Вот минус 4%.
А здесь волатильность 37%. Полная свеча и видимая 3,52. То есть скачок был настолько быстрый, что люди, которые хотели быстро купить по рынку, они купили и оказались в минусе. Вот секундный таймфрейм. Видите, на Binance 2,74, допустим, а на Coinbase 2,92. Вот можно было заработать 8%, но быстро закрывшись. Но опять-таки это для любителей экстремала. Если они вот не закрылись вовремя, они уже в минус 10%. Красивая минута, красивый слив. Около 9% минус на Coinbase. Здесь вы, если бы зашли внизу примерно вот в этом уровне, вы бы могли заработать вот как раз 1%, если бы проспали. Следующая минута. Общая свеча, амплитуда 1,6 была, сейчас больше 6. Видимая 2,48, то есть тени где-то больше 3% у нас. На Coinbase продолжают сливать. Я считаю, что эти видео настолько ценные для новичков. Просто берите и смотрите. На Coinbase 1,78 рост, на Binance 7,98 общая свеча. Но поверьте, это все очень временно, очень временный рост. Будет падение побольше через время. Объем торгов, кстати, 5 миллионов. Не сильно и большой. Не сильно большой. Скачок 11% всего было. Вот общая картина за час. 22 ноября с 8 часов практически она выросла на 5%, потом коррекция. Суммарно выросла на 57%. И сейчас скорректировалась на 15%. Это немало, я вам так скажу. Я думаю, что будет минус 24, это 100%. Такая коррекция. А далее нужно смотреть на более старших таймфреймах, остановится ли на этом уровне эта цена. Видите, волатильность уменьшается, амплитуда свеч, если раньше было 37, 11, 7,98, коррекция, сейчас 2,91 и 4,41. Понемножечку добавляются объемы. Если интересно, могу вам включить PLA. Мы посмотрели Coinbase, Bittrex. Что тут происходит? Это не тот PLA. И это тоже не тот. Получается, он только на Coinbase торгуется. Вот о чем я говорю.
ваши потери. Минус 6%, минус еще 1,7%. Вот это ваши риски, необоснованные. И сейчас цена, понятно, есть шанс вырасти, но я думаю, что будет свеча низ, 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 низ. Докуда я сказал? 2,57. Рост 3,25%. Цена 2,90 на Coinbase. И Binance 2,69. BUSD тоже 2,69 торгуется. Там, кстати, другая волатильность будет. Ну, такая же, но чуть-чуть. Но другая. Тут видите 1 миллион объем BUSD. Последняя свеча, видите, 5 и 3. И смотрим эту. 5,24 и 3,51. Ну, незначительно отличаются. Ну, жалко ребят, которые застряли вот здесь, которые купили в первые минуты после листинга, как я и говорил, в опасной зоне. 3.35, 3.14, то есть вот это, 2 даже 90, это все опасно. Да и вот, в принципе, 2.75 тоже не очень хорошо, не очень хорошая покупка. Потому что вогнать себя в минус очень быстро можно и потерять деньги можно очень быстро. Поэтому не делайте глупостей. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, чтобы больше людей увидело его. Также подписывайтесь на телеграм-канал. Внизу в ссылках в описании будет очень много полезных приложений. Там, где вы можете постоянно чертить, смотреть волатильность, использовать разные индикаторы. Кстати, там я вчера говорил, что 60% скидка на годовой абонемент. Также есть очень классное приложение, где вы можете увидеть все ордера, большие ордера китов, где стоят блоки, где блоки убираются. То есть все внизу по ссылкам переходите, изучайте. Вот сейчас пробитие локальной линии и поход вниз. Волатильность обычно на таких уровнях возрастает, когда есть пробитие паттернов, да, выход из, видите, раз, и начались очень сильные продажи. Это волатильность 1.59. Если мы заметим, что вот эти свечи у нас там 0,8%, 1.42, здесь уже 2,1. Бывает волатильность очень большая, больше там 8%, одна свеча. Вот здесь повезло, волатильность не такая большая. Но идет движение вниз, как я и говорил. Здесь мы можем начертить, ну, это минутный таймфрейм. Обычно так не чертят.
И вообще, когда идет аномальный рост или аномальное падение, то теханализ не всегда работает. Сейчас должен импульс опять вниз быть. Свеча раз, продажа. Поскольку PLA добавляется на спот, то в шорт эту крипту брать нельзя, то есть зарабатывать на падении. Остается только смотреть на коррекцию и выкупать по выгодной цене. На Binance у нас коррекция продолжается, 5%, 2,42, 3,45. Такая вяленькая, очень вяленькая торговля, очень небольшой объем. Бывало на листинге большие объемы были. Здесь очень вяло идет все. Ну, кто-то пытается выкупать прям усиленно. Почти дошли до 2,73. Всем спасибо за просмотр. Уже и так, в принципе, все понятно. Всем пока.